Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Это у нас Австрия, Каринтия. И съемки были июльские, были августа месяца, были до потопа и были после потопа. Так что смотрим, будет интересно. Вся троица тут. И мышка у них, но она искусственная, игрушечная. Вся троица в сборе. У меня вышел недавно видео про то, что кот Вилли устроил дедовщину. И там кот Арчик такой обиженный в углу сидел. И были комментарии, в том числе Арчика жалеют, и вообще призывают как-то его защитить, как-то его взять под опеку. Я вам хочу сказать, что Арчик, он вообще-то хитрюшка. Он хитрый котик. И он, в общем-то, не останется без вкусняшки, он не останется голодным. Это вообще не сомневайтесь нисколько. Кот Арчи, он умеет притворяться, и он умеет такие трюки делать. Я вам про один трюк расскажу. Смотрите, опять кот Вилли с ним общается. Он потом подойдет, его по лбу погладит даже, пока лапой дал. Он периодически подходит, его гладит, в смысле лапой, и потом лижет по лбу. То есть у них отношения это не такие, не вражеские. Думаю, надо подписаться. По вечерам, пока Арчик играет, я буду рассказывать. По вечерам мы садимся там, вино, шампанское, телевизор смотрим, кино какое-нибудь. И при этом у меня там закуска такая, ветчина, сыр. И раньше Анфиса и Арчик с одной стороны, Анфиса с другой стороны садились и получали свою ветчинку. Но в последнее время, довольно давно уже, Анфиса садится, как всегда, а Арчик нет. Он остается на горке на кошачьей или где-нибудь отдельно и сидит, делает томное выражение мордочки, он умеет глаза полуприкроет, так. Я ему потом отдельно принесу, отдам, и он съест отдельно, он не хочет рядом с Анфисой. Как-то раз мне надоело это дело, и я взял его и обнес. Ничего ему не принес, и все. Я говорю: Арчик, не хочешь приходить, значит, останешься без вкусняшки. Какие были обидки. Вы не представляете, он реально обиделся. То есть он ждал. Он меня до следующего дня, он изображал обидки. И на следующий день он, как миленький, впрыгнул, сел на свое место, где он получал вкусняшку, и больше не выпендривался. Там Анфисия сидит. А тут гнездо у сорок недалеко. И они орут там на хвойном растении, гнездо у сорок. И они орали на нее просто дикими голосами. На соседнем участке, как правило, пусто, никого нет. Меня увидела, сорока одна отлетела немножко подальше. Приезжали на пару дней, но один раз было. Вот она, красотка. А в этом дереве у сорок гнездо. И им не очень нравится, когда Анфиса тут сидит. С сороками у них сложные отношения. Сложные. Интересно, как он туда забрался? Как слизняк смог забраться туда? Обалдеть. Тут страдалец на поводке. То есть Арчик — это такой тип, который умеет обидки какие-то устраивать, он притворяться умеет. А тут у нас утро-утро. Сорока опять стрекочет сороки опять там снизу на Анфису. А я вам хочу показать эти съемки прошлые, гортензии. Это было где-то начало июля, середина июля. Видите, еще белое все. Это тоже еще съемки такие прошлые. А сейчас я вам покажу съемки начала августа. То есть уже. Видите, меняется на глазах. Становится, розовеет. Но это еще не конечный вариант. То есть они полностью покраснеют, станут такими, потом малиновыми, темно-малиновыми и бордовыми. Видите как. Это съемки через неделю, каждый через неделю примерно происходит.
Вот. Ну, для гортензии влага, вот избыток дождей, вот потоп, который сейчас был, на самом деле для них это не проблема. Гортензия – это дерево, которое очень, ну, кустарник, да, цветок, который очень любит воду, которого водой как бы не удивишь. А гораздо хуже переносят засуху. Вот засушливая, вот, поэтому полив, там у нас погружной насос в озере, мы поливаем. Вот, гортензия, но в жаркое время, ну, гортензия просто страдает. А вот когда погода такая не жаркая, а вот такая прохлада и дожди, для гортензии, в принципе, это вполне комфортная такая погода. Ну, вот смотрите, вот, сидят, Арченька, опять Вилли рядом с ним. Арчик, на самом деле, это очень-очень хитрый тип. При этом он постоянно в образе. Вот Анфиса, при том, что она вот такая и умненькая, и хитренькая такая, она, в общем-то, простовата по сравнению с Арчи. А Арчи, это же, ну, он умеет кривляться, умеет, так сказать, да, вот сядет, обидеться, голову положит на спинку дивана, так сказать, на ручку дивана, так, и обиду изображает, глаза закатывает, вот, плачет таким голосом жалостливым. Анфиса, вот она когда орет, она требует. Подойдет, вот у меня, если дверь закрыта, например, звук записываю, ну или у меня какое-то мероприятие здесь в кабинете, она подойдет и просто требует, чтобы ей немедленно открыли дверь. Вот просто ей надо зайдет, вот кругом пройдет, там кресло мое запрыгнет и все, и уходит. Ну просто проверяет, что все ли нормально. Вот, а когда дверь закрыта, Арчик нет, Арчик не так. Арчик, он даже не мяукает, он говорит пи, вот так пи, таким голоском тонким, вот так пи. Вот. Ну, вообще удивительный, конечно, характер у котика. При том, что он сильный, спортивный, он как бы... У них вот эта горка стоит, вот видно в окне, там через окно видно. И они, и Анфиса, и Арчи, они наверх запрыгивают. У них такое вот разбежаться, дух-дух-дух, и наверх запрыгивать. И вот Анфиса это делает, но она это делает тяжеловато немножко. Вот она там сидит как раз наверху. И как бы раз, ну, не очень чисто. А Арчик делает это просто в 2 прыжка. Там с тазика утки доедают. О, доедает. А вот я в прошлом ролике говорил, что вот жалко не заснял, как утки там в тазу орудовали. А вот заснял. О, буря будет. А вот это у нас сирена. А вот это как раз время, когда начались вот эти дожди и наводнения. Начинались. Там наяривает. Вот, а тазик еще стоит на ступеньке. А вот сейчас, вот сегодня, а я снимаю это понедельник, 7 августа, записываю звук. Вот этот край причала уже был под водой у нас. Ну, вот совсем немножко, там буквально сантиметра максимум, но вот метр от конца причала было все уже под водой. И будет ролик, кстати, интересный, я с лебедями заснял. А так как у нас вода и пирс сравнялись вот, по уровню, лебеди просто стали, вот он плавает, потом раз и пошел. И они постоянно, вот эта парочка, они постоянно торчат на причале, там ходят. И я там между ними хожу. Вот, и в том числе я погладил вот этого нашего Максимушку. Вот, я его погладил. Ну, про это видео, я не знаю, оно раньше выйдет или позже этого. Ну, в любом случае, посмотрите, как я погладил Максима. Какой Максимушка кавалер у нас. Дает ей покушать. Молодец. Машутка молодец. А Машутка оголодала. Да? Оголодала. Ну, у них проблемы сейчас немножко с питанием вот, во время этого потопа. Еще добавил. И она еще наяривает. Да, Максимушка, что-то она совсем у тебя голодная. И причин несколько. Одна из причин, ну, то, что они регулярно столовались у туристов. Ну, вот видите, это у нас перед потопом я снимал. Центр нашего села, ну, машин полно, ну, вообще население нашего, у нас 800 человек прописано так официально, летом доходит до 10 тысяч. То есть в 12 раз возрастает население за счет туристов. Ну, как видите, все там. Вот. Но туристам в этом году, конечно, не повезло.
Вот, ну, конец июля, начало августа, ну, 2 недели, вот эти прошлые 2 недели, это, конечно, был для туристов, ну, кошмар. Жалко людей, но что поделать. Итак, почему же у лебедей проблемы с питанием? Вот одна причина, что туристы поразъехались. Во-первых, ну, стали меньше заниматься водными процедурами, все на велосипеды сели, как-то ходят в капюшонах в этих, вот, в дождевиках. Соответственно, им меньше дают. Вторая причина, более кардинальная. Основная пища у них под водой. Это водоросли, это вот они с тростника, там, то, что на стебель налипает, там моллюски маленькие какие-то. Вот. То есть основная пища под водой. И в связи с повышением уровня озера, резким повышением, у них просто проблема, они перестали, ну, на многих местах, где они находили себе пищу, они перестали доставать. Я думаю, что это вот тоже такая, ну, серьезная причина, серьезная проблема у них. Поэтому мне приходится сейчас их, ну, как-то поинтенсивнее подкармливать. Они приплывают, во-первых, почаще стали приплывать и едят с аппетитом. Вот раньше они с аппетитом ели только с утра, после ночи, а сейчас они все время едят с аппетитом. Ну, я стараюсь им обеспечить. Ладно, подпишитесь на канал, поставьте лайк и пока-пока.